Сегодня готовлю теплый, ароматный, очень влажный и сочный яблочный пирог на сковороде, без духовки и долгих ожиданий. Нежные кусочки яблок с корицей, мягкое тесто – все готовится прямо на сковороде за считанные минуты. Пирог получается рваным, не идеальным по форме, но таким уютным. Рекомендую подавать этот пирог теплым и с шариком мороженого. Для приготовления теста мне понадобится для начинки мне понадобится с яблок срезаю кожицу, удаляю сердцевину, и режу средними кусочками. Яблоки слегка сбрызну соком лайма. Конечно, можно использовать и лимон. Я включила разогреваться сковородку. Отправляю на нее кусочек сливочного масла. Добавляю яблоки. Всыпаю сахар. Я использую тростниковый сахар, можно использовать и белый. Но с тростниковым у яблок появляется такой карамельный вкус. И также по вкусу добавлю немного корицы. Я использую примерно пол чайной ложки. Вы можете добавить или больше, или вообще ее не использовать, если не хотите. Но, конечно, это классика. Яблоки и корица, как они прекрасно сочетаются. И сейчас я яблоки тушу, чтобы выпарилась лишняя влага, и они стали мягче. И пока тушатся яблоки, можно быстро приготовить тесто. Разбиваю в миску 2 средних яйца. Вес яйца со скорлупой примерно 62-65 граммов. Добавляю соль, всыпаю сахар. Хорошо все перемешиваю венчиком. Миксер здесь абсолютно не нужен. Все готовится очень быстро. Добавляю йогурт. Вместо йогурта можно использовать нежирную сметану или кефир. Чайную ложку экстракта ванили можно заменить ванильным сахаром. Перемешиваю. Вливаю растопленное сливочное масло. Можно заменить растительным. Просеиваю муку и разрыхлитель. Перемешиваю. Получается вот такое негустое тесто. Пока я готовила тесто, яблоки еще даже до конца не протушились. Как видите, все очень быстро. Лучше делать все одновременно. Тогда этот пирог можно приготовить буквально за 10 минут. Я использую достаточно много яблок. Я не все их буду добавлять в тесто. Часть яблок я отберу для того, чтобы просто потом пирог украсить сверху. Я люблю, когда яблоки не совсем расползаются, чтобы они не были уже как пюре. Поэтому я вижу, что они у меня уже начинают карамелизироваться. Часть яблок я отберу в отдельную мисочку. Как я уже сказала, буду их использовать для украшения сверху. Теперь огонь можно сделать чуть тише. Готовить пирог я рекомендую на сковороде с толстым дном и хорошим покрытием, так как мы все делаем именно в одной сковородке вместе с яблоками. Как видите, нет даже никакой лишней посуды. Выливаю сверху тесто. И, кстати, лучше использовать сковородку с довольно большим диаметром. Так тесто будет готовиться быстрее. Сейчас я жду буквально 30-40 секунд, чтобы тесто снизу схватилось. Диаметр моей сковороды по дну 24 сантиметра. Прошло буквально 40 секунд. И теперь тесто я начинаю лопаткой перемешивать. Можно сказать, мы его рвем и перемешиваем. Вот таким образом. Посмотрите, вот уже появляется сверху готовое тесто. Перемешали немного и опять ждем, когда тесто снизу схватится. Я придумала этот способ приготовления пирога по принципу приготовления яичницы скрэмбл, когда все на сковороде перемешивается. И получается невероятно быстро, вкусно, пирог очень сочный. Вот сейчас у меня опять схватилось по дну. Я начинаю перемешивать. Посмотрите, вот уже готовое тесто. Опять оставляем постоять. Технология приготовления просто классная. Я уверена, вы попробуете и оцените этот рецепт за его скорость и простоту. Готовится такой пирог на сковороде буквально за считанные минуты. Вот таким образом я немного еще разбиваю уже готовое тесто, чтобы оно смешивалось с тем, которое еще не приготовилось. И, кстати, я все готовлю на среднем огне. До какой степени обжарить тесто, выбирайте сами.
Оно готово фактически уже через 5 минут. Сейчас его можно просто чуть больше подсушить. Или если вы хотите, чтобы пирог получился более такой влажный, можно его обжаривать чуть меньше. У меня, посмотрите, уже появляется вот такая румяная корочка. Я сейчас хочу немного подрумянить тесто, чтобы попадались такие кусочки и более светлые, и более румяные. Мне кажется, так получается более интересный вкус. Мой рваный пирог уже готов. Или пирог скрэмбл. Плиту выключаю. В общей сложности обжаривала я его на сковороде примерно 7-8 минут. Ну, конечно, это зависит от того, на каком огне вы готовите. И теперь по поводу подачи этого пирога. Его можно просто выкладывать в порционные пиалки. Сверху можно выложить шарик мороженого, присыпать его корицей, сахарной пудрой. Я хочу сделать более интересную подачу, и поэтому выложу все в кольцо. У меня кольцо диаметром 12 сантиметров. Выкладываю сюда мой рваный пирог. И я сразу немного все утрамбовываю, чтобы он как бы слегка держал форму. Если где-то немного рассыпались крошки, в этом нет ничего страшного. В этом и прелесть этого десерта, этого пирога. Он рваный. Он таким и должен быть. Я сейчас все немного утрамбовываю. Вот таким образом. Прижимаю. Это делать, конечно, вообще не обязательно. Этот пирог можно подавать, как я уже сказала, в отдельных пиалочках. Сверху на пирог выкладываю отложенные яблоки. Полью по краю немного вот этим сладким сиропом, просто для украшения. Можно дождаться, когда пирог остынет, и затем снять кольцо. А можно, конечно, сразу подавать все к столу. Зачем ждать? Это очень быстрый пирог. И вы только посмотрите, какая красота получилась. Я смешаю буквально чайную ложку сахарной пудры и немного корицы. И присыплю пирог сверху. Это, конечно, по желанию. Никаких долгих ожиданий, прямо тепленьким подаем к столу. Разрезать такой пирог вряд ли получится, так как он рваный. Но я все равно постараюсь вот так вот его немножечко разрезать и выложить на тарелочку. Я очень люблю этот пирог, потому что он получается очень влажный, сочный, в нем много яблок. Обязательно его приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!